Здравствуйте, дорогие друзья! Кузнецкая Алатау встречает нас с вами и участников вторых игр «Дети Азии». Сегодня в горнолыжной программе специальный слалом. Мы будем наблюдать за выступлением юношей и девушек до 16 лет. Достаточно холодно, и это хорошо. Для слалома это всегда чудесно, поскольку вчера здесь, на склонах горы Югас, валил снег. И нужно, чтобы этот новый снег сморозился, насколько возможно, его убрали силами маршалов и силами организующих сил, организующего комитета, ну и, конечно, местной горнолыжной школы. Поэтому мы с вами имеем тот склон, который имеем. Он достаточно хорошо подготовлен. И судить об этом мы можем прямо сейчас. Вы видите, что выскоблен, насколько это возможно, склон. Ну и слалом, который сочетает в себе и ритмичность, и кое-какие сложные места. К сожалению, большего сказать невозможно. Так пока организован этот турнир. У нас нет данных ни об установщике трассы, ни о количестве ворот. Будем это все постигать по ходу гонки, в которой принимает участие 31 девушка, 36 мужчин. Для вас работает Елизавета Кожевникова. Вчера здесь, на склонах Югаса, прошли соревнования в гигантском слаломе. У ребят Тимофей Кильдюшкин выиграл. Там очень была драматичная баталия, заруба между им, Владом Юревичем, и Кильдюшкин из Башкортостана, Юревич из Красноярска, и москвичом Марком Степаняном. И борьба эта уже достаточно привычная, с учетом календаря юниорских соревнований. Сейчас нас ожидает вот такая вот достаточно ветреная, для Сибири комфортная погода, минус 10 градусов, она и в Москве сейчас такая. Ну, а у женщин Софья Гусарова из Красноярска выиграла гигантский слалом. Ксения Подлипчук, башкирская горнолыжница, стала второй. И Яна Полянская из Сибирского федерального округа взяла бронзовые награды. Ну что, вчера было трудно. Был первый день. Прошло без крупных сумбуров. Нужно отсалютовать и горнолыжникам, которые справились и с нервозностью первой попытки, с снегопадом второй. Ну и организаторы тоже со своей нервозностью справлялись достаточно неплохо. Мало было сходов. Мы понимаем, что ресурсы те, которые есть, их нужно было бросить на купирование последствий снегопада. И посмотрим, как сегодня этот склон будет держать удар, потому что в совокупности 65 человек трасса должна выдержать. Понятно, что нет таких ресурсов и времени, чтобы готовить склон как на Кубке мира, так, чтобы заливать и вскапывать его, и снова заливать. Нет, это все-таки дети Азии. На дистанции сейчас Александра Савенкова из Беларуси, 44:09. Ее время. Так что, да, здесь стандарты подготовки склона должны быть не то чтобы снижены, но они попросту другие. Все-таки он должен быть помягче, поцепче, чтобы такие люди, как Хипкетсон Пхичепон из Таиланда, она и вчера тоже выступала, могли бы безболезненно добраться до финиша. Ну что, понятно, что здесь работа идет просто на доезд, на целостность дистанции. И это займет кое-какое время. Ну а за кем сегодня следим? Безусловно, вчерашние призеры будут в фокусе. Напомню, что это Софья Гусарова, Ксения Подлипчук и Яна Полянская.
за кем еще следим? Дарья Косолапова, призер первенства России нынешнего года. Софья Гончаренко представляет тот же Дальневосточный федеральный округ. Готова. Амбиции есть. Виктория Маликова, москвичка. Первая в специальном слаломе на первенстве Москвы. Алика Аюпова, также представляющая Москву, и взяла третью позицию на призе Шахлисламова, который в декабре до Нового года проходил в Белорецке. Достаточно статусное соревнование для юниоров. Екатерина Позднякова сейчас работает, за ней тоже очень интересно следить. «46,8 секунды». 2,7 она проигрывает Ксении Александре Савенковой. Внимание! Марш! Позднякова стала вторым призером Кубка Панченко. Лена Панченко – это воспитанница местной междуреченской школы, одна из талантливейших горнолыжниц поколения 80-х. Представляла сборную Макеева, Андреева, Жирова. Разбито. Здорово выступавших в 80-х годах. К сожалению, погибла в автокатастрофе. Бог ведает, сколько бы продлилась ее карьера и насколько бы более славной она была. Но так или иначе, опять же, есть все-таки... Мы упоминаем этот турнир, потому что входит в какой-то золотой стандарт текущего юниорского календаря. Там и первенство России, там и приз Шахлисламова, и красноярский турнир. Валерия Гаврилова уходит на дистанцию, представляет команду Киргизии. Срединная часть дистанции не очень здорово освещена. Ну вот, как выглядит, когда спортсмен едет по трассе, и он это делает, что называется, рационально. Он не очень ее помнит хорошо наизусть, и по ходу он еще обрабатывает информацию и принимает решения. Ну, для подростков и детей это абсолютно нормально, потому что навыки еще не автоматизированы, а вот для взрослых спортсменов, которые бьются за медали уже на больших стартах, это все должно быть более автоматично. И, естественно, на более высоких скоростях это проводится. Виктория Маликова, уже упомянула эту спортсменку, представительница Новопеределкинской школы. На подиуме Кубка Шахлисламова была в Белорецке в декабре. Третья на слаломе первенства России, разделила эту позицию с Кирой Власовой. Также второй она там была в комбинационных соревнованиях. Спокойно очень едет. Ну, для ситуации высокой нервозности идти своим ритмом — это может быть оптимальным решением, что она и делает. Немножко потеряла ритм на дистанции. 2:17 проигрывает Подлепчук. Внимание! Вчерашняя победительница Ксения Гусарова представляет Красноярск.
Ну что, должно быть весьма позитивное настроение после такой победы. Вот тут заваливается на внутреннюю ногу после выхода из шпильки. И снова как будто по инерции такая же ошибка. Но нормально сбалансированная техника позволяет ей быстро купировать эти огрехи. Секунда и 10, пока второй результат. Ничего драматичного. Посмотрит видеозапись и немножко почистит эти ошибочки перед второй попыткой. Ксения Гусарова отправляется на дистанцию. Победительница первенства России в гигантском слаломе не сумела пробиться на подиум в Белорецке в этой дисциплине. Такая немножко замершая позиция фронтальная. Как выглядит здесь склон? Покруче со старта по ложе перед финишем. Ну, вот этот вот второй кусок, вторая половина имеет небольшой левый контруклон. Ну и вот эта вот напряженность, заблокированность сейчас вылилась в 4-секундное отставание. Мария Пичугина. Местная горнолыжница. Округло, так достаточно ритмично, без задержек по ритмотемпу проходит трассу. Но вот здесь уже начинает запаздывать. 46,75 проигрывает Подлипчук, 2,66. Арина Мокина уходит на дистанцию представительницы Уральского федерального округа. Стартовала участница под номером 11 Марина. Ну что, первый крутяк пройден. Не потеряла она там высокой линии, полностью сконцентрирована. Шпилечка, быстрая работа. Высокая спортсменка, безусловно, еще растущая. И в этом кроются основные проблемы для высокорослых слаломистов. Мы всегда держим в уме, скажем, те трудности, о которых очень подробно Рамон Цинхаузер рассказывает. 3,55 с плюсом. Трудности эти связаны с тем, что сначала ребенок маленький, потом в подростковом возрасте, когда меняется гормональный фон, он начинает очень быстро расти, и тело просто не успевает усвоить все те сложно-координационные модели, которые в спорте, ну, они сначала формируются, а потом ты вроде на них должен опираться, должен их использовать. И у высокорослых подростков вот такой фазы стабильности, когда ты вот выучил движение и все, и можешь уже считать его своим, можешь его использовать. Вот этого не происходит, потому что все время тело меняется, все время длина рычагов меняется, все время нужно что-то доучивать, что-то добавлять. И в этом смысле вот этот вот период от 14 до 20 лет практически, он очень беспокойным у таких спортсменов является. Самира Аматова из Киргизстана. Браво! Молодцом! Приз за волю к победе. Сегодня у нас будет такой целый дивизион спортсменов, которые сюда приехали именно за этим, за опытом участия
за опытом инклюзивности, как сейчас можно говорить. Дарья Косолапова. Простите. Арина Протасовская из Беларуси. Ну, возможно, на кого-то не даю сверхподробной информации, потому что я вижу, что сегодняшний протокол в каких-то деталях отличается от изначального заявочного, где все команды вроде как должны были бы быть заявленными, определенными. Более 4 секунд Протасовская проигрывает Ксении Подлепчук. Алика Аюпова. Упомянула уже о ней. Вчера показала 13-й результат на гигантском слаломе. Опыт призового выступления у нее уже есть. В декабре в Белорецке она стала 3-й в специальном слаломе. Хорошо поставленная техника. И мы видим, что и заряжена, ну и относительно спокойно в первой попытке. А это уже дорогого стоит. То есть человек понимает свое психологическое состояние, умеет хотя бы немножко его регулировать с физиологической точки зрения. Так что получается добиться вот этого промежуточного состояния, когда ты вроде и активен, стремишься за победой, а с другой стороны ты относительно спокоен и можешь выдавать те спуски, которые близки к хорошим тренировочным. Аюпова сейчас проигрывает больше 3 секунд. Дарья Косолапова, серебряный призер первенства России в специальном слаломе, представляет Сахалинскую область. Секунда и 94 отставания от Подлепчук. Результат участницы под номером 15 Дарьи Косолаповой 46:03. Time of beat number 15. Возвращаемся на склоны горы Югас. Сегодня соревнуются девушки и молодые люди в слаломе. Не только в нем будет у нас еще инклюзивный гигантский слалом. После того, как закончатся 2 попытки. Ну и вот, не знаю, можно ли Софью Решетник назвать неудачницей. Не люблю это слово, но другого сейчас на ум не приходит. Вчерашнего дня, с учетом того, что уфимская горнолыжница выиграла супергигант на первенстве России, 2 победы на Кубке Шейх-Исламова, выиграла 2 старта на красноярских
соревнованиях, бобрята они называются, вчера показала заняла четвертое место в гигантском слаломе. Умеет работать чисто, умеет работать округло. То, что она умеет работать, за это говорят ее результаты. А вот то, что умеет она регулировать себя, вот здесь много вопросов. Потому что спортсмен, который способен активно менять свое состояние, это все-таки не данность, это скорее вопрос обучения. И чаще всего мы видим ситуацию, когда спортсмен очень зависим от своего состояния. То есть он побеждает, он чувствует себя уверенно. Он проигрывает или он допускает ошибку. И, это естественно, что наша реакция психическая на это – расстроиться, опустить руки, тело чувствует себя тяжело. Но вот оставить все как есть и ничего с этим не пытаться предпринимать, вот это, конечно, никуда не годится, если ты метишь в большие спортсмены. Или там хоть насколько-нибудь эффективные спортсмены. Софья Хамитова финиширует, и Мария Мишелова из Башкирии сменяет ее на дистанции. Хамитова третья в комбинации на первенстве России. Мария Мишелова вчера показала 12-й результат. Немножко подзаваливается в правом повороте на внутреннюю ногу. Я уже говорила о том, что здесь излет склона с небольшим фактором контруклона плюс 5 секунд. Ну да, сейчас уже начинает проявляться еще и фактор свежего снега. То есть чем дальше будут работать спортсмены, Мария Логзова уходит на дистанцию, и вот мы видим индикатор нервозности, допускает сбой на третьих же воротах. Так вот, чем дальше спортсмены будут работать по трассе, тем более ощутимый рельеф на ней будет проявляться. И вот там уже этого агрессивного прямолинейного катания, которое мы видели и в примере с Гончаренко, и в примере с Подлевчук. Вот сейчас показывали в замедленном повторе. Они очень близко шли к древку. И снег не вынуждал их как-то задумываться о более легком скольжении. Так вот, чем дальше, тем больше этот фактор будет иметь значение и будет определять результат. Еще одно фиаско. Анна Худенко из Киргизии. Ушат холодной воды. Прямо со старта происходит это несчастье. Участница под номером 20 Анна Худенко не финишировала. Златослава Титко, уральская горнолыжница. 21 на старт. Внимание. Марш! Вчера показала 17-й результат. Ну и посмотрим, насколько ее амбиции сегодня ее разозлят, заставят работать более решительно. Пока трасса это разрешает делать. Видите, что она действительно такая прямолинейная, высокая, атлетичная спортсменка. Понятное дело, что за руку тут со всеми не здороваемся. И лично с этой компанией ребята только предстоит, наверное, познакомиться. Да и то, когда карьера состоится чуть более конкретно. Но по движениям уже много чего можно сказать в отношении эмоциональных
особенности, особенно во время соревнований. А пока 22 на старт. 2:90 проигрывает Внимание, марш! Златослава Титко, Арина Емелькина, представляющая Кузбасский регион. Очень вкрадчиво работает на крутом отрезке, сконцентрирована. На хорошем ритме подбирается к предфинишному отрезку. «3:34 дефицита от времени Подлипчук у Арины Емелькиной, 23 на старт. призера Внимание, слаломной гонки марш! Кубка Панченко. Ну и вчера она не финишировала, поэтому трудно было себе доверять, трудно было выходить вот в этот атакующий режим. Олеся Жукова, дальневосточная горнолыжница, представляет Магадан, русскую горнолыжную школу. Первая в гиганте на первенстве Сибири, вторая в слаломе на Кубке Шейх-Исламова, декабрьском мероприятии, которое было таким отчасти подготовительным к тому турниру, за которым мы сейчас наблюдаем. 3:11 отставание Олеси Жуковой от Подлипчук. С небольшой ошибочки начинается спуск, подваливается на внутреннюю ногу. Сначала думала, что это только дефект ее правого поворота. Сейчас смотрю, что эта тенденция у нее и в левом тоже присутствует. Так что это скорее такой типичный механизм подрывать дугу, слишком рано ее заканчивать на крутом отрезке. Ну, это, с одной стороны, технический дефицит, его надо развивать и корректировать, с другой стороны, очень понятное движение с точки зрения психики, потому что когда мы на большой скорости работаем на крутом отрезке, то, в принципе, это страшно, и тело само пытается как будто бы скомпенсироваться, как будто бы дать больше опоры, поэтому чисто психологически вести лыжу на резаной дуге вот до финальной логической точки, так чтобы лыжа выстрелила, так чтобы она дала вот это динамическое ускорение, и мы должны стоять с куда большим упором на внешние лыжи. Чисто психологически это на крутом трудно, потому что психика все время говорит: опасно, опасно, давай еще опору. И тогда спортсмен часто рефлекторно опирается, слишком рано переносит вес на внутреннюю лыжу, заваливается внутрь. И, конечно, этот рефлекс надо переучивать. 26 на старт. Внимание, марш! Дарья Герасина, представительница здешнего региона, кузбасская горнолыжница. Бронзовый призер первенства Новокузнецка в гигантском слаломе в нынешнем сезоне. Уже прошло это состязание. Вчера, к сожалению, не сумела она добраться до финиша в гигантской гонке, поэтому сейчас старается прямо ломить агрессивно. Высокая спортсменка, здесь немножко подвисает, а тут как раз выполаживается. Нельзя сохранять этот ритм, который был на крутом. Тут надо ускоряться, работать более интенсивно.
на более динамичный выход из поворота, чтобы добирать скорость. Так что вот с таким провалом по ритму 6 секунд отставания. Внимание! Марш! Марьяна Бондарева, дальневосточная горнолыжница. На крутом положено идти более точно, более жестко, но чрезмерно жестит. Топовые девчонки здесь работали поточнее, на лучшем балансе риска и гладкости скольжения. Так что тут потери будут, но, опять же, не все еще отлажено у подростков. Нам важно с вами видеть тот факт, что она делает ставку на агрессивность, а это уже много о ней, как о спортсмене, говорить, невзирая на ее вот такую негорнолыжную тонкость. Внимание! Марш! Очень уж худенькая. Следующая спортсменка Варвара Варич, представительница Москвы. Стала призером первенства России 23-го года в гигантском слаломе. Вчера, к сожалению, не добралась до финиша. Опять же, это может давать хорошую спортивную злость. С другой стороны, и чувство неуверенности в себе, недоверие своим техническим решениям тоже может давать. Пока мы видим, что скорее первая. В хорошем ритме, без провалов по траектории, нигде она не запаздывала. Ох-ох-ох, опять обрушилось у нас хронометрирование. Ну, мы понимаем, по опыту вчерашнего дня достаточно быстро подключили вторую линию, запасную линию хронометража. И догадываемся, что оно в принципе идет. То есть формируется список результатов, который нам будет нужен во второй попытке, потому что время суммируется. Софья Денисова, представляющая Уральский регион. Вчера заняла 18-ю позицию. Сейчас скорее дует на воду, чем идет с нужной динамикой. Потому что немножко замершая такая координация движений. Плюс 4 секунды. Внимание! Варвара Марш! Петрова. Республика Башкирия. Башкортостан, если быть точной. Хороший ритм, но такая очень щедрая траектория. Ну и сейчас потихонечку она начинает запаздывать. В горных лыжах нам важно такое супер сбалансированное сочетание нескольких факторов. И кратчайшая траектория, и мягкость скольжения. То есть, когда снег абсолютно жесткий лед, то нам нужно грызть. Нам нужно, чтобы канты врезались в склоны и как раз работали именно на оптимальную траекторию. Когда снег очень мягкий или влажный, или свежий после снегопада, то нам уже нужно работать более округло, чтобы, ну, что называется, не насиловать этот снег, потому что иначе мы будем терять скорость. И тогда длинная траектория, она является не самой убийственной. Ну и вот баланс между этими характеристиками, он как раз и определяет наилучший результат. Альмина Ибрагимова, заключительная участница первой попытки у женщин. Внимание! Марш!
Аккуратно отправляется на трассу киргизская спортсменка. Смотрите, как все стараются, только ну вот сейчас в режиме лайв, естественно, невозможно отследить эту гонку, но вот я могу вспомнить только про одну горнолыжницу, не добравшуюся до трассы, до финиша трассы. Ну и вот здесь мы, конечно, видим работу на надежность, на консерватизм, на доезд. Хорошо проходит двойной левый. Не так, как наверху дистанции такой же элемент она отработала. Там была заминка. Ну а сейчас 12 секунд отставания Результат Альмины Ибрагимовой. от лидера. Кто сейчас эти лидеры? Time of beat number Вот 31, они: Ксения Подлепчук, 56.22. Софья Гусарова секунду и 10 проигрывает, и Дарья Косолапова секунду и 94. То есть это означает, что и Гусаровой, вчерашней победительнице, и Косолаповой придется прямо ломиться. То есть на что-то невероятное настраиваться во второй попытке. Итак, женская первая попытка пришла к своему завершению. Подлепчук лидирует, Гусарова вторая и Косолапова третья. И эти позиции, конечно, радуют, но их не радует отставание. Больше секунды это определяет необходимость тяжело, сконцентрированно и рискованно работать. Во второй попытке риск будет сейчас в куда большем объеме на мужском слаломе. Трасса та же. 101. В стартовом протоколе 36 спортсменов. Те же регионы: и Москва, и Кузбасс, и Татарстан, и Башкортостан, и Дальний Восток, и Сибирь. Все это в полном соответствии со вчерашней гигантской гонкой. Кирилл Борисевич, представляющий Беларусь, первым выходит на дистанцию. Ну, первым у мужчин это не совсем то же самое с точки зрения качества трассы, что первым у женщин. Тут уже определенный трек накатался. Вчера, к сожалению, не сумел финишировать в гигантской гонке, поэтому мы и видим вот такое немножко замершее пассивное катание. Ну и плюс все это привело к тому, что он, похоже, зацепил синий предпоследний флаг. Ох-ох-ох. Надеюсь, я ошиблась. Ну,
более конкретное решение жюри будет принимать уже по истечении этой гонки, и тогда будет объявляться о дисквалификации, если был повод. Павел Воротников из Москвы выходит на трассу. Вчера Москва была призером на гигантской гонке. А Воротников вчера показал 8-й результат. Представляет Московскую горнолыжную академию. Призер летнего соревнования в Терсколе. Кубок Эльбруса проводился. Там он был в гиганте третьем в слаломе на первенстве Москвы, пропустив вперед и Сухарецкого, и Горбачева. 3.78 снимает с результата Борисевича, каким бы он ни был, идет он в зачет или нет. Ну, секундомер берет свое. Алексей Трищ, местный кузбасский спортсмен, живет в Новокузнецке. Вчера показал 10-й результат в гигантском слаломе. Победитель слаломной гонки Кубка Панченко. Напомню, что в декабре здесь проходила эта гонка. Результат Павла Воротникова 44-77. Вот мы видим, что как раз это сочетание мягкости и агрессивности, когда он может форсировать ритм, все это в нем присутствует. Главное этим не заигрываться, поскольку когда ты, ну уж, слишком перебрасываешь лыжи по воздуху, то это, конечно, помогает тебе выходить из кризисных ситуаций, но очень убивает резаное чистое скольжение. К этому можно и нужно прибегать только в каких-то экстренных ситуациях. Но вот сейчас это объясняет, почему при прям таком классном, очень талантливом наборе характеристик он проигрывает Воротникову 1/10. Владислав Юревич, один из флагманов нынешнего подросткового юниорского горнолыжного цеха. Сибирский федеральный округ представляет этот спортсмен. Много всего взял и подиумного, и выигрывал много в нынешнем сезоне. 3 десятки снимает с результата Воротникова. Когда я говорю много подиумов, то имеется в виду и первенство России, где он выиграл слалом, третьим был в гиганте, третьим был в комбинации. В Красноярске в декабре выиграл обе гонки, и слалом, и гигант. Ну и вот такое внутрикомандное и общероссийское соперничество между Юревичем и Нарчугановым. Сегодня оно продлится. Вчера Юревич показал 2-й результат. Нарчуганов, к сожалению, от избыточного желания выиграть это соперничество в 2 попытках ошибался, только 21-й результат. Булат Хаймурзин, Татарстан, финиширует с 5-секундным отставанием. Внимание! Марш! Максим Ураков, уральский спортсмен. Ну что, бьется за то, чтобы сохранять высокую траекторию здесь. И когда вот поехали мальчишки, более тяжелые, более агрессивные, обратите внимание на то, как быстро стала там образовываться колея. Именно потому, что они едут форсированно, они кидают лыжи в поворот.
Естественно, от ударов кантов снежное покрытие разрушается быстро. Ну и те спортсмены, которые поедут с более поздними номерами, к сожалению, вынуждены будут испить эту чашу до дна. Плюс более чем секунда от времени Влада Юревича. Стартовал участник под номером 107 Абдулла Зада. Абдуллазада Икрамиддин представляет Таджикистан. Ну, у него здесь задачи стоят другие. Ему не надо себя пришпоривать и ускорять. И он по этим брустверочкам может пройти мягко и надежно, что он и делает. Научен главному, этому центральному принципу. Стой выше флага, и ты будешь в безопасности. Подбирай оптимальную скорость, и тоже все будет хорошо. Но, к сожалению, здесь психика сработала. Увидел финиш и просто расслабился. Концентрация ушла, потому что ничего, не было предпосылок к этому сходу. К сожалению, пропустил створ. Тимур Царьков, дальневосточный спортсмен. 108 на старт. Внимание. Марш! Вчера 13-й на гигантском слаломе стал этот магаданский спортсмен, победитель первенства России в гигантском слаломе. Второй он был в слаломе, выиграл комбинацию. Третьим стал на Кубке Шейх-Исламова. Так что, безусловно, один из фаворитов сегодняшней гонки. Ну и мы видим, что весь набор технического спектра при нем, но идет чуть-чуть придерживая себя. Плюс 0,17 секунды. Финишировал Тимур Царьков с нагрудным номером 108 и показал результат 44. Пошла большая артиллерия. Тимофей Кильдюшкин, вчерашний победитель. Здесь он представляет Республику Башкортостан. Третий был на гиганте первенства России. На Кубке Шейх-Исламова выиграл слалом. Третий был в супергиганте. Спокойно дорабатывает финиш. Полагается сейчас на свой автоматизм. Минус 38 соток. У нас новый лидер. Побил результат Влада Юревича. Много где они схлестывались по календарю нынешнего года. Так, например, на призе Шейх-Исламова Кильдюшкин выиграл, Юревич был вторым. На первенстве России Юревич на слаломе был первым, Тимофей Кильдюшкин был третьим. Так что это соперничество с историей явно. Эдгар Бегларян выступает за команду Армении. Вот не в топе у Армении горные лыжи, хотя, безусловно, горы есть. Цахадзор, замечательная станция, которая сейчас развивается.
С деньгами, казалось бы, все в порядке, с амбициями тоже все хорошо. Но вот просто не вписывается это в культуру нации, так что как-то все буксует эта горнолыжная школа. В таких ситуациях всегда требуется какой-то энтузиаст, который загорается этим делом и начинает его развивать, часто за счет своих ресурсов и времени, и денежных. Ну вот таким энтузиазмом для Советского Союза стал Тягачев, Леонид Тягачев. Денис Конюхов пропускает флаг, но для него важно доработать трассу до конца, получить официальный результат. Ну и на самом деле для тренировки психотехнического навыка это тоже очень важно. Дорабатывать трассу до конца, невзирая на то, какой ты расстроенный даже после этой тяжелой ошибки. Но вот он уже в конце с эмоциями справиться не сумел, потому что я как раз часто фокусирую вас, зрителей, на то, что может у атлета твориться внутри, когда он ошибается. И вот сейчас как раз тот самый момент. Вот он пропустил створ, вот он поднимался до него елочкой. И внутри же в этот момент вообще цунами идет. О боже, катастрофа. Я лох, все позорно, уже не имеет смысла, все пропало. И для тела такое мышление становится как раз источником угрозы. Тело начинает реагировать еще новые порции стресса. И тогда уже просто идет полное обесточивание, тело становится тяжелым, действительно очень медленным, реакции замедленной. Неудивительно, что он не попал в ту связку ворот, которая там третья перед финишем. Кан Кэмпинсон из Таиланда вполне себе прошел первую часть дистанции. Здесь, когда все выполаживается, он даже подключает ускоренный ритм. Молодец. Ой-ой-ой. Привалился на внутреннюю ногу, но встает. Продолжает трассу. Плюс 15 секунд ко времени Тимофея Кильдюшкина. Не расстраивайся. Приз за волю к победе. У нас уже несколько есть номинантов на этот трофей. Никита Скуратович. Команда Белоруссии. Показал вчера 22-й результат. Ну что, первый стресс, похоже, проходит. Эти дебютные 15 створов на крутом и темном отрезке, которые сейчас снабжаются еще все большими ямами, он прошел. Шпилечка. Нормально стоит. Вы видите, что корпус такой прочно направленный вниз, ноги работают мягко, то есть это является индикатором того, что он научен, что у него есть и сложно-координационный фундамент, потому что, видите, у него не очень подвязаны, точнее так, не зацементирован верхняя и нижняя часть тела. Они могут работать относительно автономно, то есть корпус стоять прочно, а ножки при этом там мягенько абсорбировать ямки, работать в аритмии, то часто, то медленнее. И это очень хорошо, это как раз говорит о том, что и у него большие объемы за спиной. Тренер молодец. Карим Фазулин представляет Республику Башкортостан. Но вот здесь как раз обратный образчик, когда
стойка настолько закрыта. Это вот крестец, да, тазобедренный сустав, это вот то, что зацементировано и цементирует всю фигуру, все тело. То есть абсолютно плотно привязаны и зацементированы. Работа корпуса и работа ног. Внимание, марш! Артем Гориславский Стартовал участник под номером 115 Артем Гориславский. представляет Дальневосточный округ. Вчера 7-й результат в гигантском слаломе. Ну и тоже здорово откликается на любую смену ритма. Идет на скоростях, автоматично. Ай, молодца. Снова склон выполаживается, и он реагирует на это тонким ускорением ритма. То есть мы с вами видим постоянную подстройку к необходимостям трассы. И да, мы понимаем, откуда это лидерство берется. Это был почти эталонный спуск. 4 сотки снимается результат Кильдюшкина. 115 Артема Гориславского. 44 points. Гориславский, Юрьевич Кильдюшкин. Так пока выглядит лидерское поле. Александр Соколов, москвич. Александр Соколов, Москва. Сейчас на дистанции. Вчера оставил за собой 6-й результат. Прочно. В топ-10 это всегда хорошо. Такой силовой акцент в конце поворота. Ну, с одной стороны, это дает надежности, уверенности. С другой стороны, на свежем снеге это может так прибивать немножко скорости. Часто такие спуски самим атлетам ощущаются так. После финиша все же сделал классно, прям ритма нигде не потерял. Но бах, и вот под 2 секунды. Внимание, марш! Ильгиз Бейбасунов. Команда Киргизстана. Спуск на выживание. Такая щедрая, широкая траектория, чтобы уж совсем безопасно было. Самая сложная шпилька для него, и ему очень тяжело дается смена ритма. То есть шпилька – это серия вертикальных ворот, как правило, после, ну, она призвана на то, чтобы чуть-чуть сбить спортсмена с ритма и ускорить его, а потом, чтобы еще усложнить ситуацию, после этой серии, как правило, еще очень широкий створ располагается, и в этом смысле Бейбасунов поймался в те ловушки. Кирилл Новопащин. Уральский спортсмен.
12-й результат показал вчера. Ну что, в слаломе его, похоже, покомфортнее. Отпускает себя, держится классные траектории. Здесь можно ускориться, подвисает немножечко. Да, если бы не финишная зона, то подвинул бы кого-то из нынешних лидеров, пока 4-й результат. Но было прочно. Внимание. Роман Рычуганов. Иркутский спортсмен, выступающий за Сибирский федеральный округ. Я уже говорила о том, что он вот в этой компании Юревич, Кельдюшкин. Часто встревает в борьбу за медали, но, к сожалению, вчера, видимо, слишком волновался, часто ошибался на обеих попытках. Лишь 21-й результат. А так был на подиуме при начале сезона в Полярных зорях. Выиграл слалом Кубка Шейхлисламова. Третьим в слаломе, второй в гиганте был в Красноярске на вот тех бобрятских соревнованиях. Ну и сейчас тоже, к сожалению, ошибка. Не сумела направиться от разочарования вчерашнего дня. Глеб Шустов. Кузбасский спортсмен. 16-й результат на вчерашней гонке. Живет в Таштаголе. Это еще одна шорская арена. Второй стал в слаломе на Кубке Панченко. Сейчас теряет немножко траекторию. Вчера еще отмечала, что очевидно совершенно мы сейчас наблюдаем за спортсменом, который переживает не лучшие времена. Он такой диспропорционально явно фазу сильного роста переживает. И это как раз тот случай, когда пользоваться наезженными, заученными координационными моделями становится очень трудно, потому что все время тело меняется, все время надо доучивать, надо подхватывать эти новые сантиметры роста, эти новые килограммы веса. Это же все мы потом встраиваем в нашу горнолыжную технику. Это же все очень важно с учетом того, что горные лыжи – это про езду по округлым позициям, про сопротивление там, компрессионным и центробежным силам. Представьте себе, какое количество про длину рычагов. Так вот, вот эти вот там сотни факторов нам нужно сложить в какую-то удобную, безопасную и эффективную биомеханическую модель, да потом довести еще эту модель до того, что она заучена настолько, что мы ей можем на автомате пользоваться. Вот, поэтому в подростковом возрасте, особенно когда спортсмен склонен к быстрому росту, все это невозможно. Скажем, после травмы это тоже становится трудно. Почему? Часто, казалось бы, там связки приросли, но спортсмен выходит на трассу и ничего не может сделать. Тело какой-то своей жизнью живет. Именно потому, что нарушились все эти оси, нарушилась автоматичность, что-то изменилось в сантиметрах, в килограммах. Естественно, и в башке много чего меняется. И вот разобраться во всем этом, разложить все по полочкам, это же целое искусство для тренера прежде всего. Колесников финиширует с 11-м результатом. Спортсмен из Башкортостана. Attention. Go. Медалист комбинационных соревнований на первенстве России вчера не сумел доработать трассу, так что
Сегодня задача минимум – это сложить 2 слаломные дистанции без больших потерь. Ну, а что там в виде задачи максимум получится, посмотрим. Следующий участник Сэнден Патарапон из Таиланда. Ой-ой-ой, зацепился за снег, теряет скольжение, теряет ворота. Но приказ есть приказ, надо выполнять. Тяжеловато ему управляться этими прямыми ногами, да еще в задней стойке. С одной стороны, ну какой спрос от Таиланда горнолыжного, с другой стороны, мы исходим лишь из того, что как комфортно ехать, как некомфортно. Матвей Суменков отправляется на трассу. Дальневосточный спортсмен. Очень старался он попасть и в сборную, и подготовиться на это соревнование. Вчера показал 14-й результат. Вот сейчас старание, это, конечно, очень здорово, но главное на этом старании не перефорсировать себя, а все-таки работать здоровым ритмом. У него чувствуется и напряжение, и при этом желание выдать свой максимум. Секунда 88. Ну, здорово, что доработал трассу до конца, потому что вот это вот сочетание «я и хочу проехать классно, и боюсь ошибиться», оно, как правило, стопорит и приводит спортсмена к досадным ошибкам. Здесь же все закончилось просто излишним напряжением, и слава богу. Михаил Новоселов из Сибирского федерального округа. Обладатель подиума в гигантском слаломе на январских красноярских соревнованиях. Вчера 18-й результат показал. Ну что, первая половина дистанции достаточно проблемная, потому что напугал себя потерей высокой траектории, потом же пришлось из этого еще выбираться, потом сам устал. Но секунда и 23 не самое плохое, что могло с ним произойти. Даниил Иерусалимов. Местный кузбасский горнолыжник. Остановился вчера близко к подиуму с 5-м результатом в гигантском слаломе. Он не только местный кузбасский, но междуреченец. Победитель слалома, победитель гиганта. Третьим был в специальном слаломе на Кубке Елены Панченко здесь в начале зимы. Работать, 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 ускоряться. Ну вот эта неспособность точно соответствовать ритму дистанции, это то, что предстоит ему развить, потому что чисто технически техника сложена здорово. Просто надо действительно научить откликаться на такие переходные точки трассы. Здесь поопаснее, покруче. Тут надо ехать понадежнее. Здесь трасса выполаживается, расстановка ворот становится более прямолинейной. Тут надо не стесняться, ускоряться, потому что это дает нам максимальный эффект от нашего спуска. Часто спортсмены очень опасаются менять ритм. Ну и тогда мы видим такого прочного техника, но, к сожалению, неэффективного. Никита Богачев. Слишком пришпорил себя.
Шел тут в заднюю позицию, пытался компенсироваться, и все закончилось плохо. Марк Степанян, вчерашний бронзовый призер гигантского слалома, представитель московской школы, спортивной школы Нагорная. Ну вот, казалось бы, московская горка на 3 поворота, но здорово, что она умеет организовывать процесс в таком широком смысле, потому что спортивная школа – это не только та арена, которая есть под боком, это, по большому счету, менеджмент системы подготовки, потому что у нас есть другие горы в других концах и страны, и земли, где можно устраивать сборы и пестовать детей. И с этим спортшкола Нагорная, конечно, справляется. Не справляется с дистанцией Марк Степанян, к сожалению. Ну и терпит трудности Борис Замалдинов из Республики Башкортостан. Вчера показал 19-й результат призер приза Шейха Исламова. В полярных зорях в декабре выиграл специальный слалом. В январе в Красноярске стал 2-м в слаломе. Спокойную попытку работает, возможно, слишком спокойную, потому что секунды и 9 отыгрывать во второй попытке будет непросто. Таджикский спортсмен Атахуджа Азамхуджа. Результат Бориса Замалдинова 45-94. Time for Boris Zamoldinov in the moment of 29, 45.994. Участник под номером 130. Зацепил флаг, хотел как лучше, получилось как всегда. Вот вы видите, там уже очень конкретные выбоины. И, собственно, об яму он и споткнулся. И чтобы ехать на этих ямах, нужна известная мягкость. И именно, чтобы ноги работали уже так округло и мягко, и обрабатывали эти все неровности. У спортсменов из малых горнолыжных стран, конечно, этой мягкости, амплитудности нет, к сожалению. Они в такой жесткой стойке стоят. Поэтому им трудно на разбитой трассе действовать. Иван Никитин финиширует с 4-секундным отставанием от Гориславского. Внимание. Вчера, по-моему, не сумел доехать трассу до конца. Нет, доехал. Но в конце второго десятка. Матвей Лесков, еще один спортсмен из Дальневосточного округа. 10-й результат во вчерашнем гиганте. Так, близехонько ручки у него стоят, особенная техника. Ну, так ему удобнее блокировать флаги. К сожалению, такая позиция рук, она как бы провоцирует стойку, где спортсмен едет на двух ногах с завалом на внутреннюю ногу. Это означает, что на мягком весеннем снеге это часто хорошо, а на крутиках жестких это не здорово. 133 на старт. Артем Внимание. Щелоков. Местный Кузбасский регион. 15-й результат на гигантском слаломе вчера. Ну вот как раз старается надежно идти на первом отрезке дистанции. А вот здесь ничего не изменилось в его ритме, хотя
Склон-то очень изменился. Здесь чуть ли не вдвое упал градиент. Надо ускоряться. У него же такая все еще сохраняется нарочито фронтальная стойка, как и на крутике. А здесь надо выпускать уже лыжки. Секунда и 9 десятых. Да, и вот надеюсь, вы так в целом сложили для себя картинку, когда вы теперь уже сами можете различить технически очень хорошо обученного спортсмена, но опасающегося реагировать более гибко на разные отрезки склона, на меняющийся ритм дистанции. И потому мы видим, что они так прочно стоят в середине финишного списка по результативности своей, но им тяжелее подобраться к лидерам более чем на 1,5 секунды. Иван Шадрин, башкирский спортсмен. Нет ничего досаднее двух вещей. Это сойти в первых 3 воротах и сойти в последних 3 воротах. Внимание. Олег Семенов, сибирский гонщик, призер своих местных красноярских соревнований и январских. Вот он как раз пытается идти накатом, пытается здесь отпустить лыжки. И у него очень неплохо устроена техника так, чтобы в конце поворота набирать скорость. После выхода из шпильки он потерял траекторию, испугался и сейчас так законсервировал этот атакующий порыв. Идет пожестче перед финишем, поэтому будет неплохо, да. 12-й результат, секунда и 8 отставания. Но, ну, наверное, здесь и не должно быть никаких «но». Опять же, с учетом того, что это все еще подростки. Для них эти реакции эмоциональные, они очень нормальные. То есть они настолько максималистски к себе относятся. То есть там, когда я работаю внутри трассы, любая неточность для меня это катастрофа. И тело реагирует там тут же, стрессовой реакцией. Это только взрослый спортсмен может там по ходу отрегулировать это тело, там вдохнуть, выдохнуть, как-то расслабиться чуть-чуть, перестроить ритм, поддержать себя, напомнить, кто он есть. Вот. А подросток так не может в большой части. Поэтому мы часто видим вот такие вот странные спуски, что да, все, техника при нем, он явно очень хорошо обученный гонщик, и вот шел там 2/3 дистанции хорошо, потом какая-то крошечная ошибочка, и все, как будто бы замер. Ну вот потому. Артем Гориславский, Тимофей Кельдюшкин проигрывает 0,04 секунды, уже 0,4 секунды проигрывает Влад Юревич лидеру. Мы с вами заканчиваем первую попытку и у женщин, и у мужчин. Небольшая пауза. В 9:30 по Москве стартуем вторую попытку.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, весна потихоньку входит в свои права. И здесь, в горной Шоре, на склонах горы Югас, разгорается солнечный день. Птицы поют, зрители потихонечку входят во вкус этого нового турнира. Второе издание игр «Дети Азии». На этот раз проходит в Кузбасском регионе. Междуреченск стал ареной горнолыжных соревнований. Вчера прошел гигантский слалом. Сегодня с утра состоялась первая слаломная попытка. И соревнуются юниоры до 16 лет. Ваш комментатор Елизавета Кожевникова. Трассу поменяли. Достаточно серьезный разброс с точки зрения умения, навыков сегодняшних участников. Поэтому трасса должна соответствовать прежде всего самым обученным спортсменам. Вот какую картинку видит спортсмен, когда работает по дистанции. Примерно вот на таких ходах катятся по этой трассе лучшие спортсмены. Артем Гориславский пока лидирует у мужчин. Тимур Кильдюшкин
Тимофей Кагдюшкин второй, Влад Юрьевич третий. Девушки тоже, я вот посмотрела, повторы работали очень, не побоюсь этого слова, клево, да, то есть с классной техникой, с классным настроем, с таким мастеровитой способностью менять ритм. То есть нельзя сказать, что девчонки идут сильно медленнее, чем ребята. Естественно, скорости, время чуть-чуть повыше, но все равно это высокие хода, поэтому девчонки сегодня в своем флагманском дивизионе были молодцы. Ксения Подлепчук лидирует, ну и в отличие от мужчин, где отставание в рамках первой тройки 0,04 и 0,4 секунды, у женщин Подлепчук сформировала огромное преимущество. Софья Гусарова ей проигрывает 1 секунду и 10, и Дарья Косолапова почти 2 секунды. Ну да, направо пойдешь, в матч попадешь, налево пойдешь, опять в матч попадешь. Спасибо коллегам за помощь, за, насколько это возможно, креативный показ, отображение картинки. Потихоньку мы все пытаемся к этой новой реальности приспособиться. Да, Междуреченск – это исторический центр развития горнолыжного спорта, но да, здесь проходит по несколько соревнований в день, в зиму, в разных возрастных категориях, в основном, конечно, детские и подростковые соревнования, но вот так, чтобы это были там статусные состязания с международным показом, это, конечно, образовывать и проводить совсем не то, что Кубок Панченко. То есть это целая логистика. Здесь важны организационные детали, от которых очень сильно зависит, как это все выглядит в телевизоре, насколько вам, зрителям, удобно это все смотреть. И повторюсь, любое состязание – это плотнейшее взаимодействие атлетов, оргкомитета, бродкастеров, тренерского корпуса, тех людей, которые маршалы, шейперы, обслуживают трассу, делают ее возможной к катанию, безопасной. Так что мы встали на этот курс, мы все учимся это делать в тех местах, которые этим раньше никогда не занимались, не без шероховатостей. Первый участник второго заезда на старте. Плюс 3 на старт. 28 девушек сейчас на дистанции второй попытки будут выступать, поскольку там 2 или 3 человека Под номером 3. не сумели доехать первую трассу. Ипхисон. Королевство Таиланд. Типкерсон, Фичапорн из Таиланда выходит под первым номером второй попытки на дистанцию. Но видите, что вешечку она убирает от себя даже у себя за спиной. Но важно иметь в виду, что в слаломе вот это блокирующее движение, оно не то чтобы самоценно, оно все-таки выполняет вполне конкретную функцию. Нам нужна короткая траектория, нам нужно, чтобы ботинки прошли по как можно более короткой линии, ближе к флагу. Соответственно, коленками ты этот флаг, скорее всего, в этом случае заденешь, и ты создашь себе меньшее сопротивление, если еще и уберешь древко рукой. Именно потому, что ты проходишь близко к ней. Вот зачем это все. Но часто детишки это используют движение, чтобы пофикстулить. Внимание, марш! И тогда у них получается просто движение ради самого движения.
Самира Аматова показала Участницы под номером 3. 27-й результат в первой попытке. 66-27 было ее время. Для сравнения, Ксения Подлипчук из Башкирии за 44 секунды промчалась по этой дистанции. Заход на серию вертикальных ворот. Ну, пока мы видим, что все очень с запасом отрабатывает спортсменка из республики Саха, из Киргизстана. Ну и время будет соответствующим. Тут здорово все слышно, как и что переживает спортсмен внутри этой трассы. Уже охи и страдания. За 10 створов до финиша ноги отваливаются. Да, запасец нужен. Запас и физических сил, и фокуса. Потому что Внимание. фокус Марш. быстро разваливается, когда появляются тяжелые эмоции, например, когда вот ты очень устал или когда ошибки. Конечно, внимание обычно в эти моменты рассеивается и обращается именно к этим эмоциям. В спорте же мы учимся развивать концентрацию внимания и удерживать эту концентрацию на том, что нам нужно, настолько, чтобы внимание не разрушалось, даже когда нам очень трудно физически или морально. Альмина Ибрагимова, еще одна киргизская спортсменка, ну, уже заметно быстрее и ритмичнее идет по дистанции, нежели ее на год старше, как это ни странно, партнер по команде. 19 секунд она снимает с времени Самиры Аматовой. 30 на старт. Внимание. Варвара Петрова. Ну и вот эти спуски уже будут выглядеть более динамичными, потому что мы с вами говорим о хороших, сильных горнолыжных школах. Это и центры Республики Башкирия, это и центры Кузбасского региона, и Москва, и Дальневосточный регион, и Красноярский край. Там горные лыжи испокон веков. В нашей стране они развиваются, ну, с 30-х годов они развиваются. То есть перед войной, ну, мало того, что у нас с начала военных учили кататься так массово на лыжах и по плоскотуре, и с гор. Потом к этому подключились те политические мигранты, которые уезжали в основном из Австрии от преследования фашизма в нашу страну и тоже образовывали такие методические курсы для военнослужащих, для частей особого предназначения. Ну а потом потихоньку уже к 30-м годам это все перешло в такое спортивное, соревновательное, гражданское русло. И апофеозом этого вывода горнолыжного спорта на международную арену, на, собственно, интеграция в мировую спортивную жизнь произошло в 1956 году в Кортино d'Ampezzo, когда наша зимняя сборная впервые поехала на Олимпийские игры, и Евгения Сидорова стала бронзовым призером вот так вот с места в карьер. Секунду и 79 сотых сейчас выигрывает Дарья Герасина, кузбасская горнолыжница, у своей визави из Киргизстана. Мария Митшелова из Башкирии сейчас на трассе.
Вчера показала 12-й результат в гигантском слаломе. Очень быстро проходит шпилечку. Здесь меняет ритм. Не произошло это безболезненно. Потеряла чуть-чуть траекторию, может быть, на треть метра ниже нужного, но все равно пока это лучшее время. Секунды и 33 сотых она снимает со времени. Внимание, марш! Дарья Герасиной. Софья Денисова, уральская спортсменка. Хорошо прошла эти две широких дуги, без завала на внутреннюю ногу, хорошо научена. Ножки работают мягко, корпус стоит стабильно. Чуть-чуть вот так вот утвердиться в крестце для того, чтобы не проваливаться в конце поворота, а задавать вот этот более жесткий ускоряющий импульс. Но это, безусловно, ключ работы на следующие несколько лет. Все-таки, повторяю, мы с вами имеем дело с детьми, которые растут, и с одной стороны, естественно, нужно развивать правильную биомеханику, ставить технику, но, конечно, тренеры должны понимать, что это все будет меняться по мере роста спортсмена. Денисова сейчас лидирует, Софья Гончаренко на дистанции. Дальневосточная спортсменка. Не финишировала вчера, но финиширует сегодня. И это здорово со вторым результатом. На старт. Внимание, марш! Арина Протасовская представляет команду Беларуси. Ну и вот то, о чем я рассказывала в первой части репортажа, когда не хватает наката, ну или, может быть, какие-то огрехи методические, то спортсмен стремится на крутых отрезках как-то поддерживать, подстраховывать себя ездой на двух ногах, ранним завалом на внутреннюю ногу. В то время как на то он там и крутой склон, чтобы идти более надежно, что ли, но другим способом, напротив, давя на внешнюю лыжу, таким образом обеспечивая ее полное максимальное сцепление со снегом и доводя дугу до конца, и тогда получается одно в двух. С одной стороны, твоя лыжа лучше вгрызается в склон, с другой стороны, ты обеспечиваешь вот эту карвинговую дугу, которая позволяет тебе набрать скорость. Внимание. Софья Решетник, одна из сильнейших российских горнолыжниц этого возрастного дивизиона. Если взять данности нынешней зимы этой уфимской спортсменки, то все главные соревнования подростковые она в призах. Вчера была 4-й, но, видимо, сегодня для нее это кажется каким-то недодостижением, и хотела лучше мобилизоваться перед первой слаломной трассой. Любое вот такое форсирование, любая попытка выпрыгнуть выше головы, как правило, приводит к излишнему напряжению. Были ошибки на первой дистанции, ну и сейчас вы тоже видите. Одно цепляет за другое.
К сожалению, вот этот Внимание. скромный результат первого заезда. Ранний стартовый номер на второй попытке. Большое отставание. Оно также внутри спортсмена ставит вот эту, усиливает вот эту задачу. Надо еще круче, надо вот сейчас сделать невозможное. И дальше просто порочный круг. Чем круче ты себе ставишь это задание, тем больше ты его боишься, тем быстрее ты ошибешься, что, собственно, с Решетниковой и произошло. Она ошиблась, а дальше уже доезжала трассу, ну просто так. Анна Супрун, уральская горнолыжница. Вчера оказалась 15-й на гиганте. Ну вот здесь уже здоровые задачи, и по-здоровому она их выполняла. У нас новый лидер снимает с результата Денисовой секунду 36. 27 на старт. Внимание. Марьяна Бондарева, дальневосточная горнолыжница. В этом, собственно, и заключается часто один из ключей успеха. Часто талантливые, успешные дети, подростки, они как-то так уверяются в том, что подиум – это обязательная данность, а если ты не на подиуме, то небо обрушается на землю, то ты плохой. И как раз таким образом, таким вот мышлением они провоцируют свое скверное состояние. Нет. Невозможно выигрывать каждую гонку, и после неудачной, невозможно всегда быть в призах. 4-е место, это я такое Аллаверды Решетниковой, говорю, вчера она была 4-я в гиганте, кстати, Бондарева вчера была 5-й на трассе гигантского слалома. Так вот, 4-е место тоже хорошее. Надо себя в этом смысле одобрять и поддерживать, и уметь. И это позволяет переключаться на следующий соревновательный день. Потому что если ты этого не делаешь, а постоянно там тебя замыкает вот в этой цепочке, я великая, 4-е место это плохо, то тогда можно испортить любой большой турнир. Потому что все медальные соревнования, они проводятся вот по такому типу, сразу несколько дисциплин. Там в данном случае у нас и слалом, и гигант, и супергигант, и командные соревнования, Олимпийские игры, все то же самое, только еще там комбинация добавляется. Вот. И если ты себя грызешь, то выбраться из этого невозможно на всем протяжении этих больших соревнований. Финиширует Аюпова. Второй результат проигрывает Супрун 0,2 секунды. Алика. На старт. Бронзовый призер приза Внимание. Шеклиславова. Мария Логузова, ее партнер по команде, по московской команде. Результат Алики Аюповой 50-26. 7-я вчера была в гигантском слаломе. Хорошо, резано прошла здесь верхний отрезок дистанции. Сильная, крупная гонщица. Таким очень трудно отойти от силовой манеры. Но вот как это, скажем, получалось у Сарки Захровски или у Петры Влховой, вот эта техника с силовой конечной точкой поворота, она очень присуща восточноевропейскому стилю слаломного катания. 65 сотых снимает с времени Супрун. Вперед! Ура! Да, молодцы! Так вот, как это у них получается? С одной стороны, ехать как гвозди заколачивать, с другой стороны, все-таки на пологих отрезках отпускать лыжи, облегчать скольжение. Вот это искусство. Это надо изучать на видеоповторах, надо имплементировать в свою технику.
Софья Хамитова представляет Башкирскую республику. Бронзовый призер комбинационных соревнований первенства России 23 года. Очень здорово прошла шпилечку, прямо давая ножкам автономно катиться по прямой, не перегружая их. Здесь тоже так бабочкой пролетело 2 вертикальных створа. Легкое катание а-ля Катрин Цетль. Классно. Хамитова новый лидер. Внимание. Марш! Возвращаемся на дистанцию слалома второй попытки. Игр «Дети Азии». Сейчас выступают девушки. И у нас новый лидер. Софья Хамитова выигрывает у москвички Логузовой 36 секунды. Арина Мокина, к сожалению, сходит с дистанции, пройдя самый трудный кусок. Чуть больше трети занимает крутой участок дистанции. Оставив его за спиной, к сожалению, здесь была ошибка. Ну и на самом деле невынужденная ошибка. Стандарт же тут был. Да-да. Она уже выехала из 22 из шпильки, на старт. прошла 3 створа, вроде как Внимание, переключилась в новый ритм. А почему она так ушла в переднюю стойку, бог ведает. Арина Емелькина из Кузбасского региона на ваших экранах. На своих домашних соревнованиях в декабре Грейс Панченко стала серебряным призером слаломной гонки. Вчера же не доехала гигант. Ну и вот это хороший образчик того, как человек себя поддерживает, как он умеет переключаться на новые задачи. Не доехал и не доехал. Сегодня будет новый день. И по-новому с этой задачей справляемся. Супер! Внимание. Олеся Жукова, дальневосточная горнолыжница. 14-летняя. Зарядила ее вчерашнее 6-е место. Всегда есть ощущение, что можно больше. Ну и посмотрим. Все-таки есть уже некоторое предпочтение, какая дисциплина у тебя лучше идет, какая больше нравится, и ты чувствуешь себя уверенной. Победительница дальневосточного первенства в гигантском слаломе. На призах Шахлисламова она была второй в слаломе. Тут ее уверенный стиль комментировать не нужно.
Сместить бы еще апекс поворота на полметра наверх было бы совсем бесценно. Но, тем не менее, на хорошей прямой траектории, на агрессивном катании она снимает со времени Хамитовой секунду. Вам громко надо объявить, чтобы убрали дрон с трассы. Ни в коем случае во время проведения дрон не должен летать. Уберите срочно дрон от трассы. Срочно уберите дрон от трассы. Мешаете проведению соревнований. Когда дрон будет лететь над трассой, соревнования проводиться дальше не будет. Ну вот вы слышите оповещение о том, чтобы дрон убрали. Хотя, с одной стороны, мы только что смотрели чемпионат мира, и там прямо одна из воздушных камер была встроена в структуру телепоказа. С другой стороны, ну то есть это не то, что разрешенная, а прямо уже официальная манера показа. С другой стороны, мы помним эпизод где-то десятилетней давности в Мадонна ди Кампильо, по-моему, когда дрон грохнулся за спиной Марселя Хиршера буквально в нескольких сантиметрах, каким-то чудом не упав ему на голову. Яна Полянская, сибирская спортсменка из Красноярска, вчера заняла второе место в гигантском слаломе. Тоже так особенно без претензий к себе, просто прагматично выполняла свою работу. 2 попытки, не стала лирически относиться к снегопаду, и все у нее получилось. Сегодня был небольшой сбой, но пока это второй результат. 33 секунды она проигрывает Олесе Жуковой. Кристина Токаренко, ее партнер по областной сибирской команде. Вчера показала 3-й результат в гигантском слаломе. 3-я же была в Супер-G на первенстве России. На своих региональных соревнованиях. 2-й в декабре была. Легонечко на этих широких створах катится. Вот все то же самое, только чуть-чуть ускорить ритм. Аккуратничает. 45 секунды. Пусть они не будут на старт. обескураживающим фактором. Абсолютно классные задатки технические. И важно развивать силовые стороны. То, что добавит эту легкую, плавную технику, дополнит ее и сделает чуть более эффективной и агрессивной. Ну, не у всех это быстро получается. Златослава Титко сейчас на трассе. Говоря об не у всех, давайте возьмем Лену Дюр, которую представительницу сборной Германии. Сейчас она лидер германской команды. Но пока соревновалась Гигер, пока соревновалась Мария Риш, никто ее всерьез не рассматривал, обзывали ее вареной рыбой. Настолько она технична, но настолько она не агрессивна. Вот, понадобилось практически 5-6 лет для того, чтобы добавился вот этот ускорительный фактор. Силовая точка во второй части поворота. Плюс способность это все делать в соревновательных условиях, когда на тебя давят там и трассы, и обязательства, и выступления соперниц. Это тоже очень важный фактор, потому что, смотрите, пока Микаэла Шифрин бедствовала, скажем, Петра Глухова, она хотя бы могла дышать, она чувствовала себя в силе, она чувствовала уверенность. Как только
У Шифрин все пошло на лад. Она вернула свою пуленепробиваемую стабильность и эффективность. На ее фоне у Волховой родилось вот это ощущение какого-то несоответствия, и сразу все развалилось. Поэтому и с этим фактором тоже нужно уметь справляться. Финиширует Екатерина Позднякова. 74 сотые секунды она проигрывает Олесе Жуковой. Спуск за спуском становится 10 на старт. все более конкурентными. Каждый эту конкурентность выдерживает по-разному. А вот то, что объективно мы с вами имеем преимущество спортсменок, каждой новой спортсменки на старте, которая у нее сформировалась по отношению к результату спортсменки, которая ехала до нее. Да? И, то есть логично предположить, что если она хотя бы проедет трассу так же, как на первой попытке, в совокупности с этим преимуществом, у человека много шансов сохранить это лидерство. Ну, наконец-то подгребли у нас заинтересованные зрители. Встречают свою горнолыжницу Марию Погудину на финише. Встречают ее с лидерским временем. Снимает 28 на старт. 14 сотых секунды. Внимание. Со времени Олеси Жуковой. Варвара Варич. Москвичка, которая, к сожалению, не сумела доехать вчерашний гигантский слалом. Серебряный призер первенства России в гиганте. Классное достижение для нее конкретно, для московской школы. Вот обратите внимание, эта шпилька, она так немножко в транзите в левом находится. И, естественно, после этого будет уход направо, потенциальные сбои в ритме. И вот почему там был этот небольшой сбой у московской горнолыжницы. Подвисает немножко здесь, выталкивается, работает до конца. 5 сотых секунды. Вот чего не хватило-то. Внимание. Марш. Еще одна москвичка, Виктория Малькова. Ну, даром, что слалом, доступные для нас, горожан. Воспитанница Новопеределкинской школы. Вчера показал 10-й результат на гиганте. Призер слаломной гонки чемпионата страны. Легонечко работает здесь. Здорово. Все-таки в последних номерах уже лидеры первой попытки и сталкиваются с кое-какими выбоинами, ямами, особенно в начале крутого отрезка дистанции. Ну и вот опять же округлость, мягкость. Это все прекрасно, но важно все-таки чувствовать все вот эти 15, разницы в градиенте склона. Там, где выход перед финишем, крутизна совсем до минимума снижается. Нельзя оставаться вот в этой бабочкиной легкости. Все уже надо добавлять, надо достраивать ускорение. Дарья Косолапова. Все, уже поехали. Обладательница 3 первых результатов. И у них 2 задачи. С одной стороны, побить время текущего лидера. С другой стороны, помнить, что за спиной у Ксении Подлипчук огромное преимущество. Там Погудина и Косолапова ей проигрывает
секунду и 94. Ох. 35 соток. Это, конечно, здорово. Будет ли это достаточно для 8 на старт. того, чтобы добрать Внимание. Ксению Подлепчук? Стартовала участница под номером 8. С другой стороны, может быть, это правильная модель, ехать от своего собственного ритма, не пытаться себя пришпоривать излишне, а там уже остальные как с этим временем справятся, так и будет. Софья Гусарова, вчерашняя победительница гигантского слалома, представляющая Красноярск. Висает немножко на срединной части дистанции. Ну и вот эта пассивная езда, вы видите, она прям затыкается об каждый флаг. Секунда и 53 сотые. Ну, у нее и было преимущество существенное. У нее в районе секунды было преимущество. 8 десяток. То есть на ходах она прошла быстрее Косолаповой, где-то на 0,2 секунды. Ксения Подлепчук. Лидер после первой попытки. Всегда непростая задача защищать свое лидерство на втором заезде. Уже тут образовались бруствера, и она вот пытается как-то соответствовать этой актуальной ситуации, ехать в хорошем балансе жесткости и наката. А вот тут начинает ускоряться. Секунда у нее, секунда и 10 преимущества над Софьей Гусаровой. Она знает, что для такой трассы это очень большое время, так что может позволить ей ехать в достаточно комфортном режиме, что она и сделала. Гусарова выиграла у нее по второй трассе, но по сумме 0,9 секунды. Ксения Подлепчук все-таки урывает у Софьи Гусаровой. Дарья Косолапова сегодня третья. Возвращаемся на Югас, классную, уютную и привычную площадку проведения юниорских соревнований. Ждем второй попытки мужского слалома.
Напомню, что после утреннего заезда лидирует Артем Гориславский. Attention. Да, все верно. Тимофей Кильдюшкин проигрывает ему 0,04 секунды и Влад Юревич 0,4 секунды. Так что достаточно плотно. Попрошу свою редакторскую группу все-таки обеспечить нам стартовый порядок здесь, в Москве, этих 28 горнолыжников. Та же самая трасса, плюс без малого 30 человек. Понятное дело, что лидерам достанется уже изъезженная колея на верхних метрах дистанции. Патарапул из Таиланда финиширует. И время здесь совершенно не важно. Здесь важен сам фактор доезда. Эдгар Бегларян. 110 на старт. Показал предпоследний результат в первой попытке. Гонщик из Армении. Горнолыжник из Армении все-таки до статуса гонщика. Ребятам еще расти и расти. Результат Патарапул Тенден 62-68. Так опасно его стягивает на 1,5 метра от створа вниз. Ну, в дополнение к этому видим, что ножки не очень накачанные. И в какой-то момент их просто может не хватить для того, чтобы сопротивляться центробежным силам. Нет, хватает. Ну вот еще последний элемент непростой. Это смена ритма. Здесь шпилька и последние 2 створа. Все благополучно заканчивается для спортсмена из Армении. Харкан Хампунсон. Пытается ускоряться в середине дистанции. Для него это прямо хороший динамичный ритм. Молодцом. Прямо видно, что бьется за задачу как можно более близкой траектории, близкой к флагу. Ну и снимает 7,5 секунд со времени своего партнера по команде. Карим Фазулин, представляющий команду Татарстана. Под номером 114 Карим Фазулин, Республика Татарстан. Так уже потихоньку сроднились со стилем некоторых спортсменов. И здесь он точно уже для нас стал узнаваемым. Такая хорошая, напористая работа. Ну, заваливается на внутреннюю ногу, рулит плечами внутрь поворота. Короче, очень боевой настрой.
Но достаточно несовершенная техническая база. Если совместить первое и компенсировать со вторым, то будет здорово лет через 5. 16 секунд снимает с времени своего визави. Булат Хаймурзин. Стартовой участник под номером 105 Булат Хаймурзин. Партнер по команде Фазулина. Оба представляют команду Татарстана. Ну и вот тут мы уже видим и лучшую вертикальную работу, и ножки поактивнее двигаются, и чуть меньшую зависимость туловища от ног. Туловище в большей степени направлено в долину. Это придает устойчивости слаломной стойке. Хаймурзин определяет новое время, новое лидерское время, улучшая предыдущее почти на 3 секунды. Никита Скуратович. Под номером 113 Никита Скуратович. Команда Беларуси. Ох, 5 створов назад припоздал. Ну вот сейчас важно нацелиться на возвращение в нужный тайминг, в правильный тайминг. Да, тяжело вернуться в атакующий режим после тревожной первой половины дистанции, но здесь вроде все получилось. Снимает почти секунду со времени Внимание. Хайнурзина. Иван Никитин. 31 Иван Никитин. Уральский федеральный округ. Иван Никитин, number 131 is aboard. The result of this run is 61.99. Пошел штамповать более легкие и быстрые повороты. И это здорово. Здесь тоже пытается раскатываться, не засиживаться в дуге, обеспечивать легкое катание. Ну, это сила и преимущество легковесных спортсменов. Молодцов. 6 на старт. Они понимают, что пока такой массивной мышечной силы нет. Если Внимание. успели развить Марш. гибкие технические характеристики, то можно и нужно пользоваться ими. Стартовой участник под номером 136 Егор Харьков. Москва. Егор Харьков из московского региона. Здорово, агрессивно работал всю первую половину дистанции. Здесь начинает выполаживаться, и мы видим, что он поактивнее бросает лыжки. Чуть асимметрично у него правый поворот. Здорово. 3 секунды со времени Никитина. Стартовой участник под номером 100. Матвей Лесков. Матвей Лесков. Восточный федеральный. 10-й результат показал вчера на гигантском слаломе. Спокойно первую попытку здесь на слаломе отработал, но сейчас уже, когда нервы улеглись, успокоился, можно развивать успех. По бойче
работать, что мы с вами и видим. Уже не робеет, уже идет в своем боевом режиме. Здорово. И минус секунда и 19 сотых от времени москвича. Максим Ураков представляет Уральскую областную команду. Не финишировал на вчерашнем гиганте. Ну и вот здесь, заткнувшись от древка, быстро восстанавливается. Очень пластичный горнолыжник, как вы видите. Ноги классно, автономно находят решение и по ритму, и по обработке всех ям, которые, особенно наверху, часто попадались. Спуск за спуском ребята прямо показывают бойцовские характеристики и очень удачные технические решения. Марш. Артем Щелоков. Ну все, вроде самое сложное позади. Здесь можно немножечко выправиться, выпрямиться. Но вот Добезно — это его стиль езды, ему так удобно. В принципе, и в такой закрытой стойке тоже можно приноровиться и обеспечивать ускорение. 52 сотки в проигрыше Максиму Уракову. Под номером 129 Борис Замалдинов. Борис Замалдинов. Представитель башкирской команды. В нынешнем сезоне есть 3 подиума на слаломах и в Полярных Зорях, и в Красноярске, и в Белорецке на декабрьской гонке. Очень академичная техника. Посмотрим, как такое вот по-хорошему чистоплюйство будет еще и эффективным с точки зрения времени. Нет, пока третий результат 77 сотых проигрывает он времени Щелокова. 24 на старт. И помним, что тот взял Внимание. Марш. прежде всего агрессией, прежде всего такой прямо кошачьей абсолютно пластичностью, которая позволяла ему обрабатывать хорошо и вот этот крутяк с ямами и ускоряться на пологих отрезках дистанции. Матвей Семенков. Из Дальневосточного округа. Одна из самых экономичных траекторий. Секунда 13 с плюсом от времени Щелокова. Второй участник под номером 122 Сергей Колесников. Сергей Колесников. Призер первенства России в комбинации. К сожалению, не доехал вчерашний гигантский слалом. Тоже старается работать на экономичной линии. Техника позволяет ему идти мягенько, скользить эффективно, обрабатывать
образующиеся неровности. Ну и ритмом он тоже владеет. Ускоряется там, где нужно. Третий результат у нас так формируется. Хорошая плотность. 54 сотки он проигрывает Щелкову. Александр Соколов. Внимание. Марш. За московскую команду он здесь выступает на турнире «Дети Азии». Пораньше начинает. Удерживается в высокой траектории. Прямо чувствуется, что он готов, он заряжен, он в достаточной степени расслаблен, спонтанен. И атакует значительно раньше, чем все остальные. Все-таки еще там как минимум трое ворот при выходе из крутика дожидаются, пока станет совсем безопасно. Он же прямо чувствует себя в своей тарелке. Как говорят, в потоке. Здорово, здорово усиливать конечную фазу поворота. Ох, верите, не понимаю, где потерял. Надо будет посмотреть повтор. Ну, это не только комментаторский инструмент, но и главный инструмент обучения самих горнолыжников. Очень много видео включено в процесс тренировок. Олег Семенов уходит на дистанцию. Ну, потому что вот это вот научение через симулирование, через повторение движения, через повторение увиденного, оно в спорте является одним из самых эффективных методов. Развезло немножко при выходе с крутика, но Семенов собирается. Такая очень сбалансированная, прощающая стойка позволяет ему делать многие вещи, выдавать адаптивные решения и при смене ритма, и скорость наращивать там, где трасса становится более к этому пригодной. Второй результат 0,04 секунды. Ураков у нас лидер. Роман Нарчуганов на ваших экранах. Спортсмен из Иркутска. Много бравший подиумов в нынешнем сезоне, но пока здесь в Междуреченске начинающий, мягко говоря, медленно. 21-й в гигантском слаломе. Ну а вот сейчас надеюсь, что первый шок прошел, и он свою уже настоящую органическую технику выдает уже. Не боится ошибиться, не сдерживает себя, а работает так, как надо. Да. Вот это уже его результаты. В полярных зорях он был третьим, выиграл слалом в Белорецке на Шахлисламова. Третий, второй был в Красноярске. Но опять ставки растут, давление все выше по отношению ко второй попытке. Ну и у каждого спортсмена есть небольшая толика времени в запасе перед стартом. Того времени, которое было преимуществом после первой попытки. Новосельцев проигрывает 0,3 секунды при всем том, что был достаточно ритмичный и агрессивный спуск. Второй участник под номером 126 Даниил Иерусалимов. Даниил Иерусалимов на дистанции.
Обладатель вчерашнего 5-го места. Междуреченский спортсмен. О, хорошо идет. Ритмично, не блокирует себя, не сжимает себя. Здорово отвечает на все требования трассы. Такая очень емкая траектория, близко к флагу. Молодца. 46 сотых со времени Нарчугана отгрыз. Нарчуганова. «103». На Алексей Триш. старт. Внимание. Марш! Участник под номером 103, Алексей Триш, Кузбасс. Результат Даниила Ибрагимова 47-32. Обладатель вчера 10-го результата. Победитель слалома здешнего, проводившегося в декабре на приз Елены Панченко. Пружинисто работает, позволяет лыже ускоряться в конце поворота. Это помогает ему перекладываться в каждый новый поворот быстрее и быстрее. Здорово. Второй участник под номером 120, Глеб Шустов. Местный спортсмен из Кузбасского региона. 16-я позиция вчера на гиганте. Так вот складывает себя в компактную позицию на шпильке таштаголец. Ну и здесь тоже не смущается, а по делу адаптируется к более широким створам. Мастерски, что сказать. Старт. Внимание. Марш! Москвич Александр Воротников. Мы с вами видели десяток таких массивных, мускулистых слаломистов. Этот же скорее миниатюрный, юркий, возьмет, как я надеюсь, динамикой движения. По крайней мере, это то, что мы видели на первой попытке, и то, что уже просматривалось вчера на гигантской гонке. Классно прошел шпильку. Везде очень быстрая реакция. Везде очень быстрый выход из поворота. Нигде не засиживается. Такой мануфеллер в миниатюре. Надеюсь, никого не обижают эти сопоставления, потому что из самых позитивных соображений их беру. Ну и с другой стороны, это все замечательные международные мастера, с которых все эти ребята пишут кальки. А у кого еще-то учиться? Тимур Царьков из Дальневосточного федерального округа на дистанции вчера не очень был собой доволен. 13-й результат в гиганте показал спортсмен из Магадана. Но все познается в сравнении, конечно. В первенстве России он взял 3 подиума. Возможно, именно с этим были связаны его ожидания на этот турнир. Но вот тут вы обратили внимание, наверное, что шел тяжеловато и проигрывает секунду Шустову. 118 на старт. Кирилл Внимание. Новопашин, Марш! уральский горнолыжник. Новопашин, Уральский федеральный округ. Результат Тимура
17-й вчера, сегодня на слаломе он уже более сконцентрированный, большей свободой располагает. Осмотрительно отработал крутой отрезок. Сейчас важно ускоряться, не блокировать носочную часть лыжи, а идти в набор, позволять. Но все-таки лыжи сконструированы таким образом, что пятка дает основное ускорение. То есть там акцент поворота, как выглядит дуга. Ты все-таки делаешь проводку от носка до пятки. Конструктивная особенность лыж состоит в том, что ты должен ее довести до задней трети, чтобы она могла набрать скорость, она могла выстрелить, чтобы она могла помочь тебе переключиться на следующий вираж. Влад Юревич, так, тройка призеров, которых разделяют первое от четвертого после первой попытки 0,4, первого и третьего спортсмена 0,4 секунды. Так что Юревичу, победителю всего на свете, и слалома на первенстве России, и слалома на красноярских соревнованиях Бобрята. И я надеюсь, еще много чего в будущем. Он в качестве ориентира должен был держать время Шустова, но должен был и держать в уме время Внимание. Марш. лидера первопопыточного и пытаться выдать свой максимум, а может быть еще немножечко. Тимофей Кильдюшкин уходит на трассу. От Артема Гориславского его отделяют всего 0,04 секунды. Тут надо работать в потоке. Тут все так близко, практически равные. В одни ноги спуски они продемонстрировали в первой попытке. И теперешнюю их эффективность определит на самом деле нервная регуляция. Вот насколько получится ехать спонтанно в потоке, то есть своим ритмом и у того, и у другого, и у третьего, и Гориславскому, и Кильдюшкину, и Юревичу. Вот башкортостанскому спортсмену это не удалось. Он проигрывает, причем нестандартно много проигрывает. Секунду и 14. Артем Гориславский в этой кампании он Внимание. Марш. чувствует себя атакующим из тени. Дальневосточный спортсмен. Не получалось у него вот так вот эффективно, доводя до призовых разборок, переживать соперничество с этими горнолыжниками, с Кильдюшкиным и с Юревичем. Возможно, именно поэтому получилась здорово первая попытка. Но нести на себе бремя лидерства всегда тяжелее, чем атаковать из тени. Так что мы увидели, что Юревич отработал супер здорово. Но и не испортил сейчас дело Артем Гориславский. Он сохраняет лидерство 28 секунды, выигрывая у Влада Юревича. Классная гонка. Здорово, что сегодня погода подфартила. Ну и спасибо организаторам за ту работу, которая проведена над склоном. Все-таки откопать его после плотного снегопада было непросто. Наверняка ночь работали. Ну и ребята тоже сегодня выдавали такие очень креативные спуски, выдавали
такие микрогеройские подвиги соревновательные. Сражались со своими собственными нервами и с соперниками. И не получилась эта гонка совсем уж простой для суперфаворитов. Глеб Шустов третий, Влад Юревич второй и Артем Гориславский сегодня победил. Вряд ли кто-то мог спрогнозировать именно такое имя победителя. Ну а я поздравляю тренеров Дальневосточной региональной команды. Это означает, что они все делают правильно и методически, и в плане подготовки к таким турнирам. Елизавета Кожевникова сегодня с вами. Дети Азии. Ladies and gentlemen, flower ceremony of winners and prize winners of second Winter International Sports Games Children of Asia begins. Вот, а теперь вот сюда вот, смотри, сюда зайдем. Начинается церемония цветочного награждения победителей и призеров в соревнованиях по прыжкам с трамплина в дисциплине К-40 юноши. Flower ceremony of winners and prize winners and ski jumping in the discipline of boys ski 40 begins. Награждение производит заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, вице-президент Союза биатлонистов России Ростовцев Павел Александрович. Flowers are given by honored master of sports, silver Olympic medalist, third-time world champion of vice president of Russian Biathlon Union, Rostovtsev Pavel Alexandrovich.
третье место награждается Серегин Дмитрий, Дальневосточный федеральный округ. Third place goes to Serogin Dmitry, Far Eastern Federal District. За второе место награждается Шильников Илья, Казахстан. Second place goes to Shilnikov Ilya, Republic of Kazakhstan. За первое место награждается Мизерных Илья, Казахстан. And the first place goes to Mizerных Ilya, Republic of Kazakhstan. Мы просим вас задержаться для фотографирования. Please wait for your pictures to be taken. Флаг, покажи флаг. Уважаемые спортсмены, дорогие друзья, провожаем победителей и призеров громкими аплодисментами. Let's give winners and prize winners a round of applause. Давайте вместе, ребят, вместе. Подарим аплодисменты победителям и призерам. Дамы и господа, мы продолжаем цветочную церемонию награждения по прыжкам с трамплина в дисциплине К-40 девушки. Ladies and gentlemen, we are continuing our flower ceremony for ski jumping in the discipline of girls K40. Награждение производит Эдуард Субоч, мастер спорта СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, вице-президент Федерации России по прыжкам на лыжах с трамплина. Flowers are given by Eduard Suboch, ski jumping master of sports of USSR, vice president of Russian Ski Jumping Federation. За третье место награждается Шишкина София, Казахстан. Third place goes to Shishkina Sofia, Republic of Kazakhstan. За второе место награждается Бедрицкая Ева, Беларусь. Second place goes to Bedritskaya Eva, Republic of Belarus. За первое место награждается Световцева Мария, Уральский федеральный округ. And the first place goes to Svitovtseva Maria, Urals Federal District. Дорогие друзья, мы просим вас задержаться для фотографирования. Please wait for your pictures to be taken. Ну и, конечно же, подарим победителям и призерам громкие, несмолкаемые аплодисменты. And of course, let's give winners and prize winners a round of really loud applause. Дамы и господа, завершена церемония цветочного награждения победителей и призеров вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Ladies and gentlemen, flower ceremony of winners and prize winners of the second Winter International Sports Game Children of Asia is closed. Церемония цветочного награждения в горнолыжном спорте продолжится через 10 минут, дорогие друзья. Flower ceremony
ceremony for alpine skiing will be continued in 10 minutes. А дальше рекорды, награды и пламя Олимпиады. Взлетая к победе, Судьба к вершинам зовет. взлетая к победе. Дети Азии, это наш взлет. Верь в себя, и тогда все поверят в тебя. Сохрани этот миг навсегда. Взлетая к победе, быть гордостью своей страны, быть сильными рождены, умение работать в команде, ценить наставления старших, поддерживать и уважать, чтоб чемпионом стать. Крепость духа, скорость решений, сила воли и связь поколений. Спорт — это жизнь, и он не имеет границ. Победа твоя состоит из тысяч частиц. Взлетая к победе, судьба к вершинам зовет. Взлетая к победе, дети Азии, это наш народ. Верь в себя, и тогда все поверят в тебя. Сохрани этот миг навсегда. Взлетая к победе, взлетая к победе, судьба к вершинам зовет. Взлетая к победе, дети Азии, это наш народ. Верь в себя, и тогда все поверят в тебя. Сохрани этот миг навсегда. Взлетая к победе. Я на скорости оставлю след. Это же Сибирь, значит здесь мой лучший зимний рассвет. И я на все 100 открою сильный мороз. Былось, и наша встреча вспыхнет сотнями звезд. Я иду
Уважаемые, горнолыжный спорт, победители придет. Пожалуйста, Уважаемые спортсмены, просьба победителей и призеров по горнолыжному спорту пройти в зону для награждения. Просьба победителей и призеров по горнолыжному спорту пройти в зону для награждения. Спасибо. А сейчас будут. Где-то здесь были они, я фиг его знает. По идее, мы трамплинщиков тоже должны были снимать. Но потом поменяли. Что-то поменяли. Рюкзак забрали, не вернули, прикинь. Кто из наших? Юрий. Гусарова София, Сибирский федеральный округ. Мы приглашаем вас на церемонию награждения. Да потом разберусь, им понравились. Время 14 часов 15 минут, 15 минут до начала трассы. Time. Time 14:15, 15 minutes, turn section. Да блин, шапка мешает. Книжом, что это было? Ай-яй-яй. Ну это красиво было. Ну а что с этим поделать? Не есть хорошо. Что просто сделать то, что вам положено. Чтобы запомнить свет. Как-то пытаются пересагивать? Ну, видимо, не. Дамы и господа, начинается церемония цветочного награждения победителей и призеров вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Ladies and gentlemen, flower ceremony of winners and prize winners of the second Winter International Sports Game, Children of Asia, begins. Начинается церемония цветочного награждения победителей и призеров соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине специальный слалом. Flower ceremony of winners and prize winners in alpine skiing in the discipline of special slalom begins. Награждение производит
мастер спорта СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, начальник управления физической культуры и спорта Междуреченского городского округа Пономарев Игорь Викторович. The flowers are given by ski jumping master champion, Master of Sports of USSR, Head of Department of Physical Culture and Sport of Междуреченск City District. За третье место награждается Косолапова Дарья, Дальневосточный федеральный округ. Third place goes to Kosолapova Darya, Far Eastern Federal District. За второе место награждается Гусарова София, Сибирский федеральный округ. Second place goes to Gusarova Sofia, Siberian Federal District. За первое место награждается Подлепчук Ксения, Республика Башкортостан. And the first place goes to Polypchuk Ksenia, Republic of Bashkortostan. Уважаемые спортсмены и победители, просим вас задержаться для фотографирования. Please wait for your pictures to be taken. Провожаем победителей и призеров громкими аплодисментами. Let's give winners and prize winners a round of applause. Начинается церемония цветочного награждения победителей и призеров в соревнованиях по горнолыжному спорту в дисциплине специальный слалом. Ladies and gentlemen, we are continuing our flower ceremony for alpine skiing in the discipline of special slalom. Награждение производит мастер спорта СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, начальник управления физической культуры и спорта Междуреченского городского округа Пономарев Игорь Викторович. The flowers are given by ski jumping master of sports of USSR, head of Department of Physical Culture and Sports of Междуреченск City District. За третье место награждается Шустов Глеб, Кузбасс. The first place goes to Shustov Gleb, Kuzbas. За второе место награждается Юревич Владислав, Сибирский федеральный округ. The second place goes to Yurevich Vladislav, Siberian Federal District. За первое место награждается Гориславский Артем, Дальневосточный федеральный округ. The first place goes to Gorislavsky Artyom, Far Eastern Federal District. Уважаемые спортсмены, мы просим вас задержаться для фотографирования. Please wait for your pictures to be taken. Подарим громкие аплодисменты победителю и призерам. Let's give a round of loud applause to our winners and prize winners. Дамы и господа, завершена церемония цветочного награждения победителей и призеров вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Ladies and gentlemen, flower ceremony of winners and prize winners of the second Winter International Sports Game Children of Asia is closed. Спасибо. В историю войдет. Трудности преодолев, ты станешь еще сильней. Проявишь упорство и силу, что в сердце огонь пробудила. Время иди вперед. Это твой первый
позвонить.